А вот она цена ошибки. Эти плиты были приклеены ранее, но проблема была в том, что стены были не загрунтованы и они отстрельнули. В этом видео вы увидите, что я эти стены обработал бетоноконтактом. Это зернистая грунтовка, но эта стена уже на 100% готова к отделочным работам. Беру ту самую плиту. Видите старые липухи? Прямо поверх них я наношу свежий слой Ansatzbinder. Это аналог Pearl Fix от производителя Knauf. Сначала клеим центральную панель. Верхние слои у нас держатся нормально, а вот середина требовала усилений. Наношу клей с разных ракурсов, чтобы заполнить все пустоты. Теперь самое главное – геометрия. Беру уровень 1,80 м, выставляю вертикаль, проверяю плоскость, чтобы не было перепадов. И обязательно проверяю угол строго 90 градусов. Здесь мелочей не бывает. Средний ярус у нас готов. Плоскость выведена, вертикаль по уровню поймана, а угол в 90 градусов проверен угольником. Это наша база. Теперь перехожу к нижней части стены. Наношу свежие липухи Pearl Fix на нижние панели. Почему это важно? Потому что низ будет держать основную нагрузку. Здесь будет примыкание к полу. Ориентируюсь на уже выставленный верхний край, чтобы стена получилась единым монолитом, без перепадов. Каждую панель плотно прижимаю и проверяю уровни. Нижний ряд должен идеально продолжать ту плоскость, которую мы только что выставили. Стык в стык, без ступенек.
подходим к финалу на этой стене. Но прежде чем приклеить последнюю панель, занимаюсь герметизацией. Тщательно наношу пену на все стыки. И особенно на верхний откос, где у нас проходят балки. Это критическая точка. Здесь не должно быть ни малейшего просвета для холода. Пока пена расширяется, делаю свежий замес Ansatzbinder. Консистенция должна быть идеальной. Наношу лепухи на последнюю панель и прижимаю ее к стене. Все, душевой контур замкнут. Проверяю плоскость уровнем, ни одного зазора, стена ровная как струна. Теперь со спокойной душой переходим в зону прачечной, ниши под стиралку и сушилку. Посмотрите на этот результат. Переходим в зону прачечной. Здесь у нас оконный проем, который требует особого внимания к утеплению.
проекту правый откос должен быть толщиной 4 сантиметра. Плиты четверки под рукой нет, поэтому решаем вопрос профессионально. Клеим в 2 слоя по 2 сантиметра. Первый слой задаем базу, второй выводит нужную толщину. С левой стороны работаем по той же схеме. Сначала полная герметизация, клей пеной, чтобы откос сидел плотно и не пропускал холод от рамы. Здесь нам тоже нужно выйти на толщину в 4 сантиметра, поэтому клеим слоеный пирог, 2 плиты по 2 сантиметра, наносим клей, прижимаем первый слой, следом второй. Тщательно пропениваем все примыкания. Теперь оба откоса у нас симметричны, мощные и, главное, абсолютно герметичные. Никаких компромиссов. Теплоизоляция должна быть идеальной по всему периметру окна. Перехожу к верхнему откосу проема. Вырезаю панель точно в размер. Наношу лепухи и выставляю строго по уровню. Важно закрыть все оставшиеся пустоты сверху. Там не должно быть ни одного незащищенного участка.
Смотрите внимательно на этот узел. Откос у нас не обрывается. Он плавно переходит в основную стену. Я утепляю всю плоскость вровень с откосом, чтобы не было никаких перепадов или ступенек. Сразу выставляю две коробки подрозетников. Они должны сидеть в плоскости панели. Подходим к финишной прямой. 20-я минута работы, и у нас осталась последняя стенка в этой нише. Она состоит из нескольких фрагментов, поэтому здесь важна особая точность стыковки. Наношу лепухи Pearl Fix, постоянно меняя ракурсы, чтобы вы видели, клей распределен равномерно. Приклеиваю основную панель и сразу за уровень. Но одного уровня мало. Беру рулетку и промеряю дистанцию между стенами в начале, в середине и в конце проема. Сверху и снизу расстояние должно быть одинаковым. Только так техника встанет идеально.
Оставшиеся куски сажаю на клей, тщательно пропениваю все швы для герметичности. Все, работа закончена. Давайте сделаем полный обзор нашей постирочной зоны. Узкое окно теперь в надежном коробе. Углы выведены под 90 градусов, а стены утеплены и готовы к следующему этапу. Результат налицо.